Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Спасибо, что и вы со мной. Сегодняшняя тема джинсовая. Будем шить из джинсовых квадратиков коврик. Я уже нарезала вот такие квадратики размером 11,5 на 11,5. Сколько мне их понадобится, я пока еще не определилась. Все будет по ходу, как у меня обычно. Кроме таких одноцветных квадратов, мне еще понадобится, я буду шить вот такие, я уже начала шить, вот такие в стиле Crazy Quilt. Как нашивать вы уж наверняка знаете, но повторю еще раз. Я решила шить на квадратиках из бумаги, потому что это мне позволяет определиться с размерами. Вот, смотрите, я беру небольшой кусочек. У меня вот такие вот даже вот в ходу. То есть самые маленькие обрезки можно использовать. И вот такой треугольничек. Я к нему пришила такой узенький обрезок. Пришиваю я швом зигзаг. После того, как я это пришила, я его лишнее отрезаю. Этот мне еще пригодится. И дальше я прикладываю очередной кусочек, например, вот этот. Вот так, с небольшим нахлестом. И швом зигзаг я это все пришью. Затем я также отрежу лишнее. И уже по часовой стрелке идем. И здесь я уже буду подбирать другой квадратик. Вернее, другой лоскутик. Пришиваем мы только ровными краями. В общем, надо обрезать, выравнивать край. Тогда у нас будет ровненько, симпатично, аккуратно. Например, вот так. И дальше, вот, например, на этом вам показываю. Вот осталось мне пришить еще один крайний лоскуточек. И вот готовы крейзи квадратики, наши сумасшедшие квадратики. Я доснимаю сейчас газету. Бумага очень легко снимается. Вот, и после этого я эти квадратики все отпарю. И потом по шаблону я их все выровняю. Бумага, на которую я нашивала, была на полсантиметра больше шаблона. Это для того, чтобы было, безболезненно можно было их выровнять. И вот теперь после того, как я все это повырезаю, я буду складывать квадратики. И вот таким образом я разложила квадратики. Но все здесь не уместились. Это вот чтобы вам показать. И теперь вот эти рядочки я буду собирать в столбики вот таким образом, чтобы ничего не перепуталось. И начну сшивать. Процесс шитья, как правило, я вам не показываю. Результат увидите. Я сшила квадратики между собой. Швы с изнанки разутюжила. И вы видите, они у меня пронумерованы. Это для того, чтобы мне не спутать полосы. И вот теперь эти полосы я буду сшивать между собой в единое полотно. И вот так полосы я сшила попарно. Видите, да? И потом эти парочки я буду соединять друг с другом. А потом соединю вместе. Мне так удобно. Это получается как конвейерное такое шитье. После того, как я собрала полотно, я выкроила подкладку
На подкладку я положила тонкий слой синтепона, самый тонкий, самый дешевый. Швы у нас разглажены, и сюда я уже утюжком больше прикладываться не буду. И сейчас я сделаю прострочку в раскол швов, прямо вот так по квадратикам, вдоль и поперек. Ну вот, я сделала простежку, обрезала все края, срезала лишний синтепон, и сейчас буду обрабатывать край вот такой бейкой. Ширина бейки 5 сантиметров, и я, видите, сделала отстрочку по одному краю для удобства. Я обработала края коврика бейкой, скроенной по долевой. Коврик получился размером 55 на 95. Хороший прикроватный коврик. Использованы здесь обрезки. Большие куски ткани я сюда не использовала. То есть у нас продолжается процесс утилизации. Если вам понравилась эта тема, поставьте лайк, делитесь с друзьями, подписывайтесь на канал. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели до конца. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи.